Всем добрый вечер. То, что я хочу вам подарить, это из серии восточной магии, закавказской магии. Это очень сильная чистка. Лучше эту чистку проводить в совокупности с другими работами, с другими чистками, открывание дорог, убрать бедность. Говорила и повторюсь еще раз. Когда мы хотим, то есть в банке закатать определенные фрукты, там овощи, смотря что мы там, соленье готовим или компот, мы не можем лить туда сироп, да, или сладкую воду вместе с фруктами, пока мы не почистим, не помоем эти банки. В грязную банку закатывать ничего нельзя. Ну, по крайней мере, нормальный человек этого делать не будет. То же самое в магии. Призывать удачу, призывать везение, призывать деньги бесполезно, если вы не убрали препятствия, которые мешают им прийти в вашу жизнь. Это все равно, как закрыть русло реки и ждать, чтобы вода дальше протекала. Понимаете? Русла закрыты. Если вода идет, то немного, чуть-чуть. Когда эти препятствия снимаются, ну вот у бобров есть такая привычка природная. Они сваливают лес, бревна и закрывают вот этот вот поток воды. Когда это все убирается, то вода просто течет стремительно и в огромном количестве. То есть вот то же самое происходит в жизни. Смотрите на природу, и мы практически повторяем, копируем все явления природы, только немного, в переносном смысле. Капля камень точит, когда люди говорят. Это ж не означает, что мы капля по капле каждый день, значит, льем на камень. Нет, это значит, что в природе так устроено, что капля камень точит. И доказано, что если тысячи лет назад возле, значит, рек были скалы, то они отодвинулись назад или вовсе измельчились и уплыли вместе с водой, потому что тысячелетиями вода бьет по этим камням, точит эти камни, разрушает. То же самое в жизни. Когда у вас останавливается вот этот поток денежный, он где-то набирается, он никуда не уходит. Ваше никогда к чужому не уйдет. Чужое вашим не станет. Это накапливается. Вот человек берет, начинает делать эти работы, да? Открывает этот поток, убирает препятствия. И потом говорит, ну вот я просто не могу понять, где были такие возможности, деньги столько лет, где они от меня прятались. Я же жила тяжело, не могла позволить себе многое. А сейчас вот прям нахлынуло на меня. Вот все, что вам накопили. Это когда дочь выдают замуж, да, для каждой дочери предусмотрена, извиняюсь, своя доля наследства или, как там еще говорят, приданое, да. Вот у каждой дочери есть свое приданое. У каждого человека от Вселенной есть свое приданое, своя доля имущества, которое он имеет право, которым он имеет право владеть. В этой жизни нужно за себя бороться. Почему самоубийство считается грехом во всех религиях и преступлением в язычестве? Потому что нас отправляют в этот мир, чтобы мы боролись за себя. Даже самый отъявленный преступник, если он борется за себя, за свое право жить, если он откупает свою вину, то есть, да, откупается, извиняюсь, и искупает свою вину. А как это возможно? Ну, предположим,
ну, по молодости, скажем так, так уж получилось, да, кто-то кого-то убил. Как можно искупить вину? Ну, естественно, с этим грузом человек будет жить и должен жить всю свою жизнь, потому что это лишение жизни другого. Но возможно ли искупить? Да, добрыми делами. Помочь семье этого человека, по мере возможности делать как можно больше хорошего, доброго, если действительно человек раскаялся и он не хотел этого сделать. Я сейчас не веду речь о тех уже конченных существах, которым ничего не поможет. Имею в виду, что если бы за каждую провинность, за каждое преступление Вселенная нас уничтожала, и мы больше не имели права жить, то мы бы просто не продолжали свою жизнь. Вот совершили что-то ненужное, все, и нас забрали. А ведь нас оставляют на земле для чего-то, чтобы мы боролись за себя. Нам дают тело, нам дают здесь душа приходит уже с этим разумом и некоторым опытом извне полученный до рождения. Не с прошлых жизней, которые не существуют, а до рождения мы тоже обитаем где-то. И вот твоя сила жизни, твоя личность, это все в совокупности образует человека. И ты обязан этого человека в этой жизни вести. Ты внутри находишься, ты душа. Каждый из нас – это душа. Вот я разговариваю, это говорит моя душа. Я делаю какие-то поступки, это делает моя душа. Тело – это всего лишь физическое проявление, которое помогает душе, скажем, осуществить на физическом плане то, что он хочет. Вот хочет он построить дом, умеет руками, начинает строить. Нет, значит, зовет людей, платит этим людям, объясняет. Душа не может объяснить, у души как бы другие функции. Душа не может разговаривать, разговаривает тело. Понимаете, о чем речь? То есть тело – это подмога для души, чтобы душа могла осуществить здесь то, что хочет. Мы должны и обязаны бороться. И за нахождение души здесь, в этом теле, и за это тело, и за жизнь в этом теле. И если у вас что-то не получается сразу, значит, садитесь и подумайте, вы не в правильном направлении. Вы делаете неправильно, вы неправильно боретесь за себя. Теперь, прежде чем призывать в свою жизнь удачу и деньги, нужно убрать неудачи и безденежье. И для этого вам подарено огромное количество работы. Но иногда бывает, что либо помогает на время, либо вообще не помогает, либо так, знаете, дает всего лишь находиться на плаву, не более того. Как быть в этой ситуации? Хочу вам подарить ритуал, который имеет восточное происхождение. Примерные слова заговора я знаю, потому что при мне так чистили человека давно, еще в моем детстве. И я примерные слова могу воспроизвести, но это всего лишь примерные действия, которые осталось у меня в голове, естественно, то есть в памяти. Но это все нужно адаптировать под обычного человека. Это нужно адаптировать под человека больше западного, потому что мы все-таки страна западная, да, ну, да, между Азией и Востоком, и Западом. Мы как перекресток. Но в любом случае, для русскоязычной публики. И я создала на основе вот этого восточного ритуала ритуал, который может провести сам человек для себя. И, естественно, взяв за основу эти слова, создала приемлемый для обычного человека заговор. И эта работа называется «Чистка на бараньи легкие».
Именно бараньи легкие вы должны заказать. Можете, конечно, купить на рынке, но их нельзя разрезать, они должны быть целые. Но если у вас рядом есть мясной рынок, можете пойти заранее заказать у человека, попросить, собственно говоря, на следующий день забрать. Эту чистку не имеете права провести в воскресенье и в понедельник. Остальные дни можно. Далее. Чистка проводится с 00 до 00:03 ночи. То есть, если это, например, совпадает с субботой, значит, естественно, в воскресенье вы не можете провести. Если это в пятницу вы собираетесь делать, уже с пятницы на субботу, это можете провести. Надеюсь, поняли как. В воскресенье и в понедельник нельзя проводить. Проводится в полночь, начиная с 00 ночи до 03. Вот это время, этот промежуток 3 часа. В течение 3 часов вы можете провести. Некоторые пишут, что мне там 3 часа надо провести. Неужели вы не соображаете, что в промежутке это означает, что у вас есть 3 часа, чтобы это провести? Значит, вам нужно бараньи легкие, не разрезанные, целые, 2 легкие. Желательно, чтобы там сверху, значит, еще есть так часть плоти, чтобы вам было удобно держать это. Если не получается, можете надеть на какую-нибудь ленту, ну или ниткой там перевязать, чтобы держать, чтобы вам удобно было держать. Потому что они большие, собственно говоря, бараньи легкие, у вас не поместится прям в руке, чтобы, знаете, это не сердце. Значит, бараньи легкие вам нужно. Черная ткань. Далее 13 черных восковых свечей по кругу. Читайте 6 раз. Да, извиняюсь, на алтарь могильник обязательно. Найдите могильник. Я прошу внизу не писать. А если вот нету этой травы? Нет. Если нету, значит, соберите все и только тогда проведите. Некоторые спрашивают, можно там потом держать, скажем так, эти легкие в морозильке, пока я все не найду. Нет. Вы должны взять, можно в холодном где-нибудь помещении положить, чтобы они не испортились, предположим, в холодильнике. За один день они не портятся. Но не в морозилку. Нельзя их размораживать. Они могут быть в холоде некоторое время, но не в замороженном состоянии. Итак, трава могильник ставите на алтарь. По кругу зажигаете против часовой стрелки 13 черных восковых свечей. И как только соберетесь, 00 ночи. Берете в руки легкие бараньи. Свет везде должен быть выключен. Если вы боитесь не увидеть это действие, значит, на алтаре можете поставить свечи просто для освещения. Зажигайте могильник. Зажигайте по кругу свечи на полу, на черной материи. Вы должны быть полностью оголенные, без ничего. Поэтому, естественно, проводите одни за закрытыми дверями. Предупреждайте всех, чтобы никто не входил. Становитесь в кругу. С телефона не читайте. После того, как вы провели, ни с кем не разговаривайте. Никакой телевизор не должен быть включен. Дальше, что я не сказала, сейчас объясню. Вы должны быть абсолютно обнаженные. Нужно протереть себя этими бараньими легкими, читая заговор. Перепишите или распечатайте так, чтобы вам удобно было смотреть и читать. Натирайте себя и читайте 6 раз этот заговор. После того, как вы прочитали, положите эти легкие, значит, в середину вот этого круга. Идите, перешагните, можете принять душ. Можете позже принять.
Смотрите, на ваше усмотрение. Если у вас там безопасно, и, возможно, эти свечи будут гореть еще, то можете это делать. Если не безопасно, тогда подождите, пока свечи хотя бы до половины догорят. Ну, в принципе, пока вы будете читать 6 раз, они уже достаточно догорят. Нужно потушить эти свечи, выньте из подсвечников, отдельно положите на эту материю. Вместе с этими легкими, значит, положите на алтарь или куда-нибудь спрячьте. До утра могильник дымится, догорает эта трава, и все, могильник не трогаем. Его можно просто потом выкинуть, когда уже как бы истлеет трава, его можно выкинуть. Можете вместе с этим всем, то есть вынуть из дома, можете отдельно. Трава здесь уже не играет никакой роли. Итак, в этой черной материи положили бараньи легкие и огарки свечей. И храните до утра где-нибудь. Можете прямо оставить на алтаре, если у вас кошки, собаки не растащат. Утром, когда проснетесь, скорее всего, не всегда так получается, потому что, еще раз говорю, бывает, что мясо не по всем правилам как бы вам передали. Бывает, что размороженное вы не знали, да, оно может принять, оно сработает. Но если вы сделаете по всем правилам, бараньи легкие к утру, они должны быть черные. Они чернеют, они могут почернеть на ваших глазах прям. Эта вся чернота из вашей жизни уходит туда. Этот ритуал провести может тот человек, который, испробовал, ему слабо помогают чистки. Значит, что делает этот ритуал? Во-первых, быстро открывает денежные дороги, забирает болезнь. Очень может быть, что даже поможет при хронической болезни, и после этого эта болезнь исчезнет. Такое возможно. Если человек лечится от смертельной болезни, тоже может провести. Отчасти ослабит эту болезнь настолько, что лекарства и врачи смогут осилить ее. Далее. Я видела, как проводили, но с маленьким ребенком. И вот, значит, протирали ребенка в голом состоянии посреди на черной материи, но там были немножко другого типа свечи, тогда еще не было таких возможностей, как сейчас. И протирали, и бараньи вот эти легкие прям почернели. Они пока начитывали что-то там, значит, втирали, они вот на ходу просто почернели. Начали чернеть, аж испугались все. У ребенка была падучая болезнь, и после этого он, собственно, жив-здоров, уже взрослый мужик. Болезнь прошла, отступила. В этой чистке, понимаете как, вот в чем нацеленность человека, то и уходит. Если у него постоянные какие-то неудачи, и это его больше беспокоит, значит, уходят эти неудачи. Если, предположим, у женщины постоянный выкидыш и не может, значит, доносить ребенка, значит, это проходит. Если есть чувство тревоги или болезнь, предположим, такая, которая никак не отступает, борется с этой болезнью, вполне возможно, что эта болезнь отойдет или ослабнет, смотря насколько давно эта болезнь поселилась. От этого тоже зависит. Чем раньше она поселилась, тем сильнее она стала. Вот в чем проблема. Одним словом, это очень сильная, эффективная чистка, которая может вам помочь. Итак, душ принять можно, да, умыться можно. После чистки можно умыться, но хочу вам сказать, что ни с кем по телефону разговаривать или телевизор включать и прочее после этого нельзя. После этого надо идти спать. Очень может быть, что приснится вещий сон. Такое тоже возможно. Я буду читать один раз, потому что долгий очень такой заговор. Вам нужно будет читать 6 раз. Итак, начнем. Эта плоть дышала, воздух в себя вбирала, а ныне вбирает в себя мои порчи и корчи.
С меня все возьмешь, меня освободишь. Выселяю я тебя, порча, корча, уроки и призоры. Выйдите, да на бараньи легкие перейдите. Уходите с ног, с рук, с костей белых, с крови красной, с головы, с чресел, с мышц. Уходите, лярвы зловредные. Уходи с глаз и зависть, безденежье и болезнь. Уходи, чернота, уходи, маята, суета и призоры. Не я приказываю, а боги вам указывают. С бабы пришли, али с мужика пришли. Уходите на этот кусок мяса. Извиняюсь, кусок плоти. Взялся ты в полдень, али ночью, али утром, сам пришел, али наслали, али на перекрестке нашептали, али на воду наговорили, али двери судьбы предо мной закрыли, все воедино собираю, себя снимаю, на бараньи легкие отправляю. Все черное с себя снимаю, на эту плоть мотаю, дороги свои открываю, здоровье и удачу назад к себе возвращаю. Помогите мне в том, боги, духи огня, духи воды, духи земли, духи неба, заклинаю югом, западом, севером и востоком, печатью всех планет, когортой демонов, чашей весов вселенского суда, криком младенца и вздохом умирающего. Отныне я чиста от порч и неудач. Все ушло в кусок плоти. Ключ, замок, язык. Заклято. Проведите, и вы сами увидите этот результат. Точнее, тот результат, который вас приятно удивит, как обычно. Всем удачи!